Что ж, друзья, на крипторынке лето начинается не с теплого пляжа и прохладного напитка, а с пролива биткоина на 10%, ниже уровня 66 тысяч. Как итог, ликвидации на 3 миллиарда долларов, это крупнейший вынос лонгов с того самого 10 октября, и возврат крипторынка в область, где мы торговались в конце марта, в начале апреля. Да, движение не самое приятное, но что смущает еще больше, так это то, что нет четкой причины, по которой мы так сильно упали. Можно было подумать, что это скачок нефти и обмен ударами США и Ирана вызвали такой пролив, или переводы биржи банкрота MTGOX, а может проданные 32 биткоина Майкла Сейлора, но давайте откровенно, в любой другой день рынок бы просто проигнорировал эти заголовки и двигался бы себе спокойно. И что еще больше вызывает вопросов, так это рост фонды. S&P 500 уже начинает фиксировать новые максимумы чуть ли не каждый день, хотя нефть дорогая, ставки снижать пока не собираются, а инфляция уверенно движется к уровню 4%. Казалось бы, вообще не лучшие условия для роста рынка, но акции умудряются идти вверх. И сейчас все больший темп начинает набирать тейк о том, что инвесторы выводят всю доступную ликвидность из каких-то перспективных акций, из облигаций и, конечно же, крипты, чтобы залететь в ракету под названием SpaceX, поскольку 12 июня должно пройти долгожданное IPO. Это первичное размещение акций на бирже, которое потенциально может сделать Илона Маска первым триллионером в истории человечества. Но правда ли это на самом деле, или сильные руки хотят нас выбить громкими новостями перед ростом крипторынка, вы узнаете в этом видео. Сегодня я разберу все слухи вокруг IPO SpaceX, является ли этот листинг настолько важным или это просто переоцененный хайп, как он на самом деле влияет на биткоин и альты, озвучу настоящие причины падения и когда может начаться разворот. Потому что биткоин пошел по моему второму сценарию из прошлого видео с прогнозом на июнь. Кстати, интересно, как только я поставил зеленый превью, рынок пошел вниз, поэтому сегодня обложка у нас красная, возможно именно она поможет рынку побыстрее развернуться вверх. Так что не благодарите, а лучше поставьте видео лайк и напишите комментарий с вашим прогнозом на ближайшее время. Бонус $10 за прошлый коммент получает этот зритель. С вами Влад, мы начинаем. Итак, друзья, если кратко, то весь этот пролив начался с продажи одного человека, а именно пророка биткоина Майкла Сейлора. Он продал всего 32 монеты, это $2,5 миллиона. Копейки для компании всего 0,04% от общего портфеля, но это быстро раздули до того, что, мол, Сейлор нарушил клятву «купи и держи вечно». Кстати, деньги были нужны компании для выплат дивидендов по специальным акциям, но опять же это не стало ключевой причиной. После этого последовала новость с биржи MTGOX. Она перевела 10 422 биткоина на сумму $739 миллионов для потенциальной продажи, и рынки снова занервничали. Вся эта информация оперативно публиковалась у меня в Telegram. В Telegram только все самое важное. И, кстати, сегодня я выложил название акции, которая, по мнению гендиректора Nvidia, принесет триллионы долларов. Она есть на криптобиржах, ее можно трейдить и зарабатывать. Ссылка есть в описании. Но сами понимаете, это не то, ради чего биткоин летел бы вниз на 10%. Лично я бы это назвал очередным эффектом домино. Крипте не нужно много, чтобы упасть. Достаточно запустить каскад ликвидаций, который очень быстро сделает свою работу. С понедельника итоги капитала из ETF превысили $1 миллиард, то есть более миллиарда просто взяли и вывели из биткоина. На это все довели ликвидации в 3 миллиарда и, как говорится, имеем что имеем. Но больше всего теории начали строить именно вокруг предстоящего IPO SpaceX 12 июня. Но здесь не только дело в SpaceX. Смотрите, на подходе сразу три гиганта нового цикла: SpaceX, Aptronic и OpenAI. SpaceX может выйти на биржу с оценкой около 1,7-1,8 триллиона долларов. Aptronic уже оценивается почти в $965 миллиардов. OpenAI около 852 миллиардов. В сумме это больше 3,5 триллиона. Это уже не просто стартапы, как Apple, которые развивались в гаражах. Это размер экономики крупной страны. И главное, речь не только об оценках на бумаге, речь о реальной ликвидности. Только SpaceX может привлечь около 75 миллиардов долларов. Для сравнения, крупнейшее IPO в истории, Saudi Aramco, привлекло около 29 миллиардов долларов, то есть SpaceX одна может собрать примерно в 2,5 раза больше. А если сложить потенциальное размещение SpaceX, Aptronic и OpenAI, рынок может столкнуться с потребностью более чем в 200 миллиардов долларов нового капитала. И вот вопрос, откуда эти деньги возьмутся? Фонды не достают 200 миллиардов долларов из воздуха. Они перебалансируют портфели. Часть денег может прийти из кэша, часть из облигаций, часть из акций, но и один из самых ликвидных активов, который можно быстро продать, это
это биткоин и крипторынок. Сейчас капитализация биткоина примерно 1,3 триллиона. Если потенциальный объем размещения около 205 миллиардов, это примерно 15% от всей капитализации биткоина. Я не говорю, что все эти деньги выйдут из крипты, но даже если из крипторынка заберут 5-10% от этой суммы, это уже 10-20 миллиардов потенциального давления. Для биткоина это не катастрофа, но для рынка, который живет на ETF в притоках, плечах и ожиданиях, это серьезный фактор. Поэтому я не смотрю на это как на обычное IPO. Это может быть массовая перекачка капитала из старого риска в новый риск. Раньше деньги шли в крипту, Tesla, Nvidia, NASDAQ. Теперь инвесторам продают новую историю. Искусственный интеллект, космос, дата-центры, энергия, спутники, вычисления. SpaceX здесь вообще отдельный уровень. Это не просто компания Илона Маска. Это Starlink, ракеты, спутниковая инфраструктура, связь с XAI, а также потенциальная ИИ-инфраструктура будущего. Поэтому хайп вокруг такого IPO может быть огромный. Но важно понимать, чем выше оценка, тем выше риск. Когда рынок покупает компанию за 1,7 триллионов долларов, он покупает не только бизнес, он покупает мечту, а мечта на пике цикла всегда стоит очень дорого. Но давайте откровенно, неужели фонды только сейчас, за 10 дней до IPO, вдруг поняли, что им нужны десятки миллиардов долларов? Конечно нет. На таком уровне деньги не ищут в последний момент. Крупные размещения готовят заранее. Заявки, лимиты, перераспределение портфелей, фиксация прибыли, вывод капитала из перегретых активов – все это начинается не за неделю, а за месяцы. Поэтому я бы не говорил, что фонды резко начали продавать биткоин именно из IPO. Скорее, основная подготовка уже была сделана раньше. Деньги на этот праздник у крупных игроков, скорее всего, давно лежали в нужных местах. Само IPO может быть не причиной падения, а финальной точкой большого перераспределения ликвидности. Рынок заранее готовился к тому, что капитал пойдет в новую историю. AI, космос, инфраструктуру, SpaceX, OpenAI, Aptronic. Поэтому вопрос не в том, обвалит ли IPO биткоин. Вопрос в другом. Не начался ли уже новый этап, где крипта временно становится источником ликвидности для следующей большой ставки фондов? И да, реальная причина падения биткоина сейчас это именно продажи через ETF-фонды. Продажи шли со стороны BlackRock, Coinbase, Bybit, Wintermute, Binance и OKX. Для меня это не хаотичная паника розницы, а как синхронное движение крупного капитала. То есть не обязательно, что они договорились. Конечно же нет. Координация на рынке часто выглядит иначе. Одни и те же сигналы, одни и те же уровни ликвидности, одни и те же алгоритмы, а также одинаковое понимание риска и заранее подготовленный сценарий выхода. Именно поэтому падение было таким резким. Когда продает розница, рынок всегда трясет, но когда начинают разгружаться крупные игроки через биржи, фонды и маркетмейкеров, рынок проваливается слоями, и это видно на графике. Сначала выбивают плечи, потом срабатывают стопы, потом включаются ликвидации, а дальше падение начинает кормить уже само себя. То есть это не просто падение биткоина, это как обычно управляемая разгрузка ликвидности через крупнейшую инфраструктуру рынка. И вот что интересно. Согласно этой метрике мы четко видим, что биткоин продавали именно те, кто накапливал его в рамках последних 3 месяцев. А это как раз таки те диапазоны, которые выше текущей рыночной цены. То есть весь приток капитала, который поступал в ETF в эти временные рамки, быстренько оттуда вышел и вызвал такую просадку. То есть понимаете, сложилась большая каскадная цепочка. Но, кстати, падала не только крипта. В последние пару дней акции также начали постепенно проседать. И в лидерах падения гигант Nvidia. И те, кто понимает, как правильно работать в момент просадок рынка, тоже зарабатывают. Как, например, участники нашей подписки CoinVest2 Pro. Ведь до просадки в моей закрытой группе были опубликованы точки входа с конкретными тейками. До этого также был хороший шорт по нефти и много других позиций. В прошлом ролике я говорил о масштабном обновлении Pro, которое теперь включает CoinVest2 Trade, где мы торгуем, CoinVest2 Option, где зарабатываем на опционах, и CoinVest2 System, где вы научитесь работать системно и зарабатывать не только на крипте, но и на акциях, золоте и нефти. Если вы новичок, вас будет ждать большое обучение с видеоуроками и тестами. Также все участники Pro получают доступ к инновационному ИИ-боту, который поможет не только собрать индивидуальный спотовый портфель, но и правильно рассчитать риск на сделку. Сопровождение и поддержка 24/7 само собой прилагается, так что переходите, получайте доступ и зарабатывайте. Теперь, чтобы понимать дальнейшее движение биткоина, я для вас подготовил много интересных графиков, а также метрик, чтобы понять, куда мы вообще движемся. В широких временных рамках биткоин снова стоит в зоне, где решается судьба всего цикла. Это не просто какая-то случайная поддержка на 5-минутном таймфрейме, это месячный график, большая структура, которая тянется с 2020 года. Первый раз биткоин коснулся этой восходящей линии в 2020 году, после ковидного обвала. Тогда биткоин стоил в районе 4-6 тысяч, и рынок был почти мертвый.
Паника, распродажи, страх, ликвидность испарилась, но именно оттуда начался главный импульс прошлого цикла. Уже в 2021 году биткоин дошел примерно до уровня 69 тысяч. Если считать от зоны 6,5, это почти плюс 960% роста. Если считать от самого глубокого падения до 4000, это более 1000%. Второй раз эта линия сработала после дна 2022 года, когда биткоин падал ниже уровня 16 тысяч. Тогда тоже казалось, что рынок сломан. FTX, банкротство, страх, полное недоверие к крипте. Но именно там сформировалось дно цикла. После этого биткоин прошел путь от зоны 15,5 и 16 тысяч к новым историческим максимумам до уровня 126 тысяч. И это рост примерно 690-710% от самого дна 2022 года. И теперь мы снова видим похожую картину. Биткоин торгуется в районе 66 тысяч. При этом внутри дня он уже опускался примерно к уровню 65,5 тысяч. То есть цена снова дошла к зоне, где проходит долгосрочная линия поддержки. И вот почему это важно. Сейчас капитализация биткоина находится примерно около 1,3 триллиона долларов, а суточный объем торгов около 48-50 миллиардов. То есть это уже не маленький спекулятивный актив. Это один из самых ликвидных рынков в мире, через который крупные игроки могут быстро заводить и выводить миллиарды долларов. При этом в обращении уже около 20 миллионов монет, то есть больше 95% от максимальной эмиссии. И здесь появляется главный вопрос. Если эта трендовая линия снова удержится, какой потенциал у следующего движения? От текущей зоны в 66 тысяч, возврат к прошлому максимуму около 126 тысяч, это примерно 90%. Но самое важное не в красивых процентах, самое важное в психологии рынка. В 2020 году большинство не верило в восстановление. В 2022 году большинство думало, что крипта умерла после FTX. И сейчас снова похожая ситуация. Люди смотрят на падение, на ликвидации, на оттоки, на давление со стороны фондов и думают, что рынок умирает. Но я на это смотрю иначе. Лично для меня это не зона паники, это зона проверки. Если биткоин удерживает эту трендовую линию, значит крупный покупатель все еще есть. Значит текущая распродажа может быть финальной фазой вытряхивания слабых рук перед новым движением. Но здесь, конечно же, важно себя не обманывать. Цена не будет двигаться всегда по трендовой линии. Она не гарантирует рост. Если биткоин уверенно пробивает эту поддержку вниз и закрепляется ниже, тогда сценарий, конечно же, ломается. В таком случае рынок может уйти глубже, а именно к поддержке 60 тысяч. Но если подытожить, то сейчас биткоин находится в одной из самых важных зон за весь цикл. Либо эта линия снова становится дном, как в 2020 и 2022 году, либо рынок впервые за долгое время ломает большую восходящую структуру. Но вот что еще интересно. Если наложить текущую структуру рынка на медвежий цикл 2022 года, картина становится интересней. Биткоин снова идет по похожему фракталу. Да, не идеально, но последовательность очень похожа. В 2022 году рынок тоже падал не одним движением. Там была целая цепочка фаз. Слом тренда, попытка отскока, новое движение, усталость рынка, капитуляция, накопление и только потом резкое восстановление. Сейчас, если смотреть по этой модели, мы находимся примерно в четвертой фазе из 8. То есть рынок уже прошел большую часть болезненного пути. Это не значит, что падение точно закончилось. Это не значит, что завтра биткоин обязан резко вырасти. Но это значит, что мы уже не в самом начале медвежьей структуры. Что происходит в четвертой фазе? Толпа устала, лонги выбиты, шорты становятся слишком уверенными, новости максимально негативные, отскок воспринимается как ловушка, а каждый пролив как начало нового обвала. Но именно в этих фазах рынок часто начинает готовить дно. Дальше по фракталу остается самое неприятное, но уже финальное – консолидация, капитуляция и накопление. Сначала биткоин перестает падать вертикально, зажимается в диапазоне, потом может быть последний вынос слабых рук, и только после этого крупный капитал начинает спокойно собирать позицию, пока розница уже не верит в рынок. А затем наступает 8-я фаза – внезапное восстановление. В 2022 году после дна в районе 15,5 тысяч биткоин за несколько месяцев поднялся к зоне 30 тысяч. Это рост почти на 100%. И поэтому если текущий фрактал реально продолжит повторять 2022 год, то мы можем быть не в начале большого обвала, а где-то в середине процесса очистки рынка. Да, впереди еще может быть боковик, финальный прокол и капитуляция. Но самая худшая часть уже постепенно начинает оставаться позади. Если говорить честно, то я не особо верю в повторение циклов, потому что проблема цикла в том, что они формируются в совершенно разных условиях, при разных ставках, при разных поведениях капитала, и поэтому говорить о 100% повторении я, конечно же, не могу, и все же больше отталкиваюсь от реального движения капитала. И вот что еще интересно. Обратите внимание, как в последнее время ведут себя рынки. Сначала весь капитал бежал в золото, золото начало восприниматься как защитный актив, как страховка от инфляции, геополитики и слабости доллара. Потом начался мощный хайп в серебро.
серебро, где движение уже было не просто как защитная покупка, а как полноценная спекулятивная история, потому что оно улетело более чем на 100%. А сейчас мы видим, как снова пампится фонда, причем растет не только потому, что экономика якобы идеальная. Огромную роль играет механизм байбеков. Компании получают прибыль, направляют часть денег на обратный выкуп собственных акций, количество акций в обращении сокращается, спрос растет и цена начинает двигаться вверх. То есть рынок сам себя разгоняет изнутри. И вот здесь у меня появилась интересная мысль. Современный рынок частично превратился не в обычную историю про актив хороший, актив плохой, а в постоянное переливание капитала из одного сектора в другой. Сегодня деньги идут в золото, завтра в серебро, потом в NASDAQ и S&P 500. После этого капитал начинает искать следующий недооцененный или отстающий актив. И я допускаю, что если фондовый рынок дойдет до точки локального перегрева, то часть капитала может начать выходить из акций. Не обязательно полностью, не обязательно сразу, но крупные игроки всегда ищут, где риск уже стал слишком дорогим, а где еще остается потенциал. И в такой момент крипта снова может стать одним из направлений для перетока ликвидности. Ведь посмотрите на сам принцип. Нефть дорогая, инфляционные риски растут, напряженность в геополитике никуда не исчезла. По старым правилам в такой ситуации капитал должен был бы активнее уходить в золото и защитные активы. Но сейчас мы видим другое. Пока растет фондовый рынок, деньги продолжают идти именно туда. То есть рынку уже не так важно, где больше страха. Ему важно, где сейчас есть импульс и где можно зарабатывать. И именно это очень важный сигнал, потому что если капитал так легко переливается из золота в серебро, из серебра в акции, то почему он не может следующим этапом перелиться в крипту? Особенно если биткоин удерживает ключевые уровни, а фондовый рынок начинает показывать признаки перегрева. Нужно смотреть, куда идет глобальная ликвидность, потому что биткоин может расти не тогда, когда все новости будут хорошими, а когда крупный капитал решит, что в акциях уже слишком тесно, а в крипте снова появляется асимметрия риска и доходности. Если говорить в локальном плане, то биткоин пошел по моему второму сценарию из прошлого ролика. Нефть выросла, оттоки из ETF усилились, давление на рынок выросло, и биткоин вышел из восходящего торгового канала. Соответственно, данная структура уже аннулирована. Поддержка в районе 70 тысяч была пробита, затем цена не удержала уровень 68 500, после чего ушла еще ниже. Поэтому сейчас первая сильная поддержка, на мой взгляд, будет формироваться в зоне 62-64 тысячи. Падение к уровню 60 тысяч с полноценным тестом я пока исключаю. Для этого нужно посмотреть, как себя поведет биткоин в диапазоне 62-64 тысячи. Если эту зону он пробьет и цена закрепится ниже, то тогда шансы на движение к уровню 60 тысяч заметно вырастут. В любом случае, более актуальные торговые идеи и мои мысли по рынку вы всегда можете найти в моем телеграм-канале. Поэтому, друзья, подписывайтесь, поддерживайте видео лайком, в комментариях пишите ваши прогнозы по биткоину на ближайшее время, пишите, что вы думаете насчет IPO компании SpaceX. Вам, друзья, желаю удачи, до скорых встреч!